Всем привет! Вы на канале Power Device. Здесь мы разговариваем о улучшении наших Android телефонов. В данном ролике затронем телефоны Xiaomi, Redmi и Poco и некоторые реально скрытые настройки, которые вырезаны из HyperOS, но до которых можно добраться и посмотреть, есть ли они у вас. Сразу стоит отметить, что некоторые из этих настроек у вас могут не работать. Все это зависит от вашей модели телефона и оболочки. Важно, чтобы ваш телефон был на оболочке HyperOS, а также версия Android не ниже 14. У меня, как вы видите, 15 Android. Итак, посмотрите, это мой телефон Redmi Note 13 Pro Plus, предфлагманская модель. На бюджетниках, конечно же, эти настройки будут вырезаны, и скорее всего вы их у себя вообще не найдете. А вот на таких подобных телефонах это можно попробовать сделать. Смотрите, в чем заключается суть. Если я зайду в настройки, экран и яркость, вот данное меню экран и яркость. И все его параметры. Оно достаточно небольшое. Я закрываю это меню, иду в Activity Launcher. Кстати, ссылку на него оставлю в описании под этим роликом. Он будет в моем Telegram. Лучше всего установить именно эту версию, потому как новые версии Activity Launcher немного изменились. Там появились не совсем удобные пункты. Итак, приложение у нас прогрузилось, спускаемся практически в самый низ. Нужно найти раздел «Рекомендуемые настройки», искать его нужно вручную, иначе могут открыться неправильные настройки. Разворачиваем его, нажимаем на эту вкладку. Именно это меню на телефонах Xiaomi, Redmi и Poco дает нам выход на скрытые настройки. Главное подобрать правильную фразу для пункта скрытых настроек. Что я имею в виду? Например, в этом меню я пишу следующее: MIMC. Такую скрытую настройку можно было встретить еще с MIUI 12. Либо, например, я пишу режим. После написания ждите некоторое время, чтобы телефон нашел нужные настройки. Открываю режим в перчатках. У меня открывается такое меню, это тот же раздел экран и яркость, в который мы заходили через основные настройки, но только он здесь гораздо больше. Также в предыдущем меню поиска я могу начать писать улучшения, откроется такая вкладка. Все эти вкладки ведут в тот же расширенный раздел «Экран и яркость». В общем, друзья, в этом разделе некоторые скрытые функции могут работать, а могут нет. Все это вы сами должны протестировать на своих телефонах и попробовать. Еще раз отмечу, если ваш телефон позволяет зайти в это меню, то оно гораздо больше, чем основное. Как я уже сказал, здесь много разделов, которых нет в основном меню. Пробуйте у себя активировать данные функции, читайте к ним описание и тестируйте. Дело в том, что про все телефоны я не могу знать. На некоторых это будет работать, а на некоторых нет. Такие вот, например, функции на современном телефоне вообще сложно отследить. Даже на флагманских телефонах Xiaomi, если вы это активируете, по идее это должно работать на том же YouTube, но качество видео там сейчас настолько хорошее, что какой-то ощутимой разницы вы не заметите. У меня, например, на телефоне заметно, когда я включаю двухъядерную систему визуализации. Кстати, это разные функции, не путайте их. Вот это и это. Она улучшает качество видео при помощи выделенного чипа, то есть при помощи вашего видеопроцессора. К слову говоря, не забывайте, что такие функции будут поджирать батарею. А вот, например, монохромный режим, он наоборот дает экономию энергии. Но у меня, к сожалению, здесь он не работает. К слову говоря, если вам интересно, что такое монохромный режим, он есть в меню разработчика. Просто в этом меню можно выбрать отдельные приложения. Вот здесь, именно в них он будет срабатывать. Чтобы посмотреть, что такое монохромный режим, зайдите в настройки о телефоне, по версии OS нажимайте много раз, потом шагаем назад, расширенные настройки, для разработчиков, спускаемся практически в самый низ, внимательно ищем вот такую функцию «Имитировать аномалию». Нажимаем монохромный режим. Тогда все цвета вашего телефона становятся черно-белыми. Если у вас AMOLED-дисплей, такой режим очень сильно экономит батарею. Кстати, очень важно на этом моменте, думаю, стоит отметить, в данном меню, в которое мы зашли, у меня есть два режима чтения, хотя в основных настройках он один. И смотрите, вот этот режим чтения, он есть в основных настройках. Вот он.
А вот этот режим чтения, который находится выше, у меня его нет в основных настройках. И он работает немного по-другому. Что я здесь интересного заметил, если вы включаете эту галочку, регулируете данный уровень, я его выставляю даже в самое крайнее правое положение, он работает гораздо мягче, чем основной режим. То есть при его включении экран не становится сильно желтым. Его можно использовать на постоянной основе, если у вас часто устают глаза. В общем, друзья, мне будет интересно, как и многим пользователям, работают ли у вас какие-то из этих функций. Напишите, пожалуйста, об этом здесь в комментариях, либо в нашем чате телеграм-канала Power Device. На этой ноте желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Всем пока!